Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 11 февраля. В этом видео поговорим о церковном календаре, поговорим о народном календаре, также уделим внимание тому, что можно и чего категорически нельзя делать 11 февраля. Итак, 11 февраля каждый год в православных храмах отмечается праздник Святого Лаврентия, также известного как Затворника Печерского. Этот день отмечается молебными и праздничными богослужениями в честь памяти этого святого, который был широко известен своим даром исцеления. А вот в народном календаре 11 февраля известен как Лаврентьев день. Этот праздник имеет особое значение, особенно для тех, кто ищет исцеления и защиты от болезней. Верующие приносят свои молитвы и прошения перед иконой святого Лаврентия, веря в его заступничество перед Богом. Интересно отметить, что в старину этот праздник считался женским. Женщины приносили свои молитвы в честь святого Лаврентия, надеясь на его помощь в решении семейных проблем, искренних желаний и болезней. Давайте теперь более подробно об этом всем. Итак, друзья, 11 февраля в православном календаре это день памяти преподобного Лаврентия, который был также известен как Затворник Печерский и епископ Туровский. Этот святитель, который жил в XI веке, оставил яркий след в истории православия благодаря своему служению и дару исцеления. Преподобный Лаврентий был одним из первых монахов Киево-Печерской лавры, и его жизнь была полна молитвы, покаяния и подвига. Он был известен своим даром исцеления, особенно в отношении глазных болезней. Многие люди обращались к нему за помощью, и множество свидетельств о его чудотворных исцелениях дошло до наших дней. Согласно легенде, преподобный Лаврентий также был известен своей борьбой с духами зла. Однако однажды к нему привели человека, которого мучил бес, вселявшийся в него. Этот несчастный мужчина был сильным, и невозможно было его удержать. Однако благодаря молитвам и благословению преподобного Лаврентия он нашел успокоение и освободился от демонического влияния. Множество подобных случаев привлекали к преподобному Лаврентию людей издалека, и его слава распространилась далеко за пределы Киево-Печерской лавры. Впоследствии его перевели в город Туров, где он продолжил свое служение уже в качестве епископа и святителя. После смерти тело преподобного Лаврентия было перевезено обратно в Киево-Печерский монастырь, где его мощи остались нетленными и стали предметом поклонения для многих верующих. Память о преподобном Лаврентии остается живой и в наши дни, напоминая нам о его служении и о заступничестве перед Богом. Его жизнь и чудеса служат источником вдохновения и надежды для тех, кто обращается к нему с молитвой о исцелении и защите от зла. В народном календаре этот день назвали Лаврентьев день, посвященный памяти преподобного Лаврентия Печерского. И, конечно же, именно этот день имеет особое значение в народной традиции и культуре. Этот праздник известный также как Лаврентий, морозобитная былинка или битье морозное, которое тесно было связано с народными приметами и обычаями. Лаврентьев день, который отмечался 11 февраля, считался женским днем. В этот день женщины играли особую роль в жизни общества и семьи. Старцы и мудрецы утверждали, что многое зависит от женщин в этот день. Они могут привлечь в дом удачу и счастье, защитить его от вражды и нечистой силы. Одним из символов Лаврентьева дня является морозобитная былинка, которая отражает силу зимы и ее влияние на судьбы людей. В народных представлениях морозобитная былинка – это время, когда морозы могут быть особенно сильными и опасными, и люди должны были принимать меры для защиты от холода. Также Лаврентьев день ассоциируется с битьем морозным, то есть обрядом, который был признан отпугнуть мороз и привлечь тепло в жизнь селян.
Этот обряд может включать в себя ударения по деревьям, столбам, крики, пение песен, предназначенных для вызова весны и благоприятной погоды. 11 февраля, как вы знаете, день памяти преподобного Лаврентия Печерского. И народные традиции этого дня были наполнены ритуалами защиты от злых духов и ведьм. В этот день считалось, что злые силы ищут новую жертву и, соответственно, ходили кругами вокруг людей, пытаясь проникнуть в их жилища. Для предотвращения этого люди прибегали к различным оберегам и обрядам. Один из распространенных обычаев было подметание пола веником из чертополоха. Этот растительный материал считался сильным оберегом против злых духов и ведьм. Подметая пол веником из чертополоха, хозяйки верили, что они таким образом создают защитный барьер, который не позволит злым силам проникнуть в дом и навредить членам семьи. Кроме того, у входа в дом вешали пучки зверобоя, еще одно растение, которое считалось мощным оберегом. Зверобой был известен своими целебными свойствами и способностью отпугивать негативные энергии. Пучки зверобоя, висящие у входа, считались барьером для злых сил, и многие считали, что они способны защитить дом и его обитателей от негатива и от любого вредного воздействия. Кроме того, эти обычаи и обряды не только служили для защиты от злых духов, но и отражали веру к силе природы. Люди прибегали к помощи растений, веря в их магические свойства и их защитную силу. В этот день, по легендам, считалось, что колдуньи выходят из своих убежищ и направляются по полям и огородам, чтобы прокласть растения и землю плесенью. После этого они отправлялись к домам, чтобы сглазить и причинить вред человеческому роду. Ну а чтобы защитить свой дом от темных сил, хозяйки вешали вокруг него чертополоховые ветки. Это считалось могущественным оберегом от колдовства и проклятий. Они также следили за тем, чтобы колдуньи не создавали заломов. Это особые были символы, которые предполагалось, что принесут несчастье и болезни. Рядом с этими заломами закапывали угольки или соль, которые были наговорены особыми магическими словами, чтобы отпугнуть темные силы. Убирать эти заломы считалось опасным делом, так как считалось, что это привлечет болезни и боли. Таким также важным было количество перевязанных травинок. Если их было 26, это могло сулить проклятие на урожай и проблемы со здоровьем у главы семьи. Люди, рожденные 11 февраля, обладают рядом уникальных черт характера, которые делают их особенными. Амбициозность, творческий подход, эмпатия и независимость – это лишь некоторые из качеств, которые можно обнаружить у этих людей. А вот аметист, в свою очередь, может служить мощным символом защиты и духовного просветления, помогая им достигать успеха и гармонии в жизни. Сны, увиденные в ночь с 10 на 11 февраля, имеют особое значение в астрологическом и символическом контексте. Это время, когда энергия космоса может оказать влияние на нашу психику и на наше подсознание, отражая наши внутренние состояния и настроения. Хорошие сновидения, увиденные в эту ночь, могут говорить о гармонии и о балансе в вашей жизни. Они могут отражать ваши чувства, радости от того, что вы движетесь вперед в материальном мире. Например, сон о ярком будущем, об успешном выполнении задач или гармоничных отношениях с близкими людьми может говорить о том, что вы уверены и вы удовлетворены своей жизнью. Однако тревожные сновидения могут стать сигналом о том, что что-то идет не так в вашей жизни, как вы задумали. Также, возможно, сны могут указывать на необходимость пересмотра ваших планов, решений или поведения. Например, сон о потере, конфликте или неудаче может подталкивать вас задуматься о том, что требует ваше внимание или изменения вашей жизни. Что же нужно было сделать в этот день 11 февраля?
Лаврентьев день, отмечаемый 11 февраля, является важным праздником для многих православных христиан. Этот день является семейным, наполненным традициями и обычаями, которые помогают укрепить духовные связи и попросить благословения у святого Лаврентия Печерского. И этот праздник начинался с того, что посещали в этот день церковь. Супружеские пары отправлялись вместе с детьми и родителями, чтобы совместно принять участие в богослужении. В церкви традиционно зажигали свечи, которые символизировали молитвенные просьбы и желания. Этот жест является не только показателем веры, но и символом покаяния и надежды. После этого многие верующие обращались к преподобному Лаврентию с молитвами и с просьбами. И святой Лаврентий, известный своим даром исцеления, часто помогал людям в их болезнях, особенно в случаях, когда речь шла о проблемах со зрением. Многие приходят к нему с просьбами о здравии и о благополучии для себя и своих близких. Кроме того, Лаврентьев день может стать временем для семейных обедов и сборов. В этот день люди объединяются в кругу семьи и близких, делятся воспоминаниями, радостями, обсуждают свои заботы и мечты. Такие семейные мероприятия помогают укрепить взаимоотношения и поддерживать традиции поколений. В Лаврентьев день женщины традиционно пекли пироги с капустной начинкой. Этот обычай имел особое значение и сопровождался верованиями в успех и благополучие. Считалось, что каждому домочадцу следует отведать выпечку, чтобы привлечь удачу и процветание в жизни. Капуста, как основной ингредиент начинки, имела свою символическую значимость. Она ассоциировалась с плодородием и изобилием, поэтому ее наличие в пироге символизировало процветание и удачу. Пироги с капустой также были вкусными и питательным блюдом, которое согревало в холодные зимние дни. Согласно древним поверьям, остатки пирогов ни в коем случае не выбрасывали, чтобы не навлечь на дом беду. Вместо этого остатки отдавали домашним животным. Это считалось не только заботой о животных, но и предостережением от негативных энергий и бедствий. В Лаврентьев день считалось особенно удачным съесть что-либо, приготовленное из рыбы. Этот обычай имел свои глубокие корни и был обусловлен различными культурными и религиозными аспектами. Рыба, как символ силы и процветания, ассоциировалась с миром и благополучием, поэтому ее употребление в этот день считалось приносящим удачу и счастье в дом. После того, как семья употребила рыбное блюдо, считалось, что в доме воцарится мир и покой. Даже если в семье возникали разногласия и конфликты, после такого обеда больше не будет руганий и скандалов. И считалось, что домочадцы будут молчать, как рыбы, сохраняя гармонию и спокойствие в семейном кругу. Что же нельзя было делать 11 февраля по народным приметам? 11 февраля – день Лаврентия и носит особое значение в народных представлениях и обычаях. Многие из народных примет и запретов сегодня связаны с нечистой силой, которая, согласно поверьям, в этот день особенно активна. Поэтому важно не оставлять дом без защиты. Поэтому рекомендуется провести защитный ритуал, который включает в себя сбрызгивание святой водой всех углов дома и животных, а также нужно выпить по 3 глотка святой водички каждому члену семьи. Это поможет отогнать негативные энергии и защитить дом от влияния злых сил. Также в день Лаврентия не следует ходить по занесенным снегом полям, поскольку под ним могут быть спрятаны ведьмины заломы. Верится, что тот, кто попадет в эти ловушки, притянет на себя 40 бед. Поэтому важно быть осторожным в этот день и избегать хождения по незнакомым местам. Также сегодня не стоит ничего поднимать около входной двери или возле ворот. Это может быть подклад, который предназначен для привлечения негативных энергий или болезней в дом. Если вы обнаружите подобный предмет, важно аккуратно убрать его веником и сжечь. После этого веник следует осветить водой, чтобы избавить его от негатива.
Как вариант, рекомендуется на входной двери нарисовать мокрой тряпкой 3 креста. Это поможет защитить дом от злых сил. Также в день Лаврентия не следует ругать себя перед зеркалом или думать о болезнях и проблемах, находясь рядом с зеркалом. Зеркало имеет свойство материализовать слова и мысли, поэтому негативные эмоции могут привлечь болезни и несчастья. Вместо этого важно оставаться позитивно настроенным и обращаться к зеркалу с уважением и благодарностью. Кроме того, нельзя садиться сегодня на подушку, иначе вы можете столкнуться с головными болями, бессонницей и даже страшными сновидениями. Поэтому важно избегать этого действия, чтобы сохранить свое здоровье и благополучие. В этот день не следует и разбивать вареные яйца друг об друга, так как это может привести к несбывшимся планам и задержке в реализации целей. Лучше всего бить яйца ложкой, но ни в коем случае не использовать нож или вилку, чтобы избежать возможных препятствий на пути к успеху. Также сегодня нельзя было выходить без нательного креста из дома, иначе человек таким образом становился незащищенных от темных сил. Также обращаем ваше внимание, сегодня нельзя занимать и место главы семейства, чтобы не привлечь нежелательные последствия. Вместо этого вы можете проявить уважение к старшим членам семьи и соблюдать традиции и обычаи этого дня. Вот такой, друзья, на самом день 11 февраля по народным приметам. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Друзья, кто спрашивал, как вы можете нас отблагодарить, благодарность, друзья, можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Любая сумма, переведенная вами, друзья, нам будет очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.